Историк из Нидерландов по имени Питер Денси, увлеченный периодом правления Ивана Грозного, довольно долгое время провел в Национальном архиве, изучая документы того времени. Один из них заставил историка организовать целое расследование. Это была деловая переписка голландского купца Йохана Вема, который видел при дворе русского царя механического, сделанного из железа человека, который был совсем как живой. Железный мужик на потеху гостям боролся с медведем, ловко подавал царю кафтан и подметал двор. Поначалу исследователь это словосочетание принял за игру слов. Побил железный мужик на потеху пировавшим царского медведя, и бежал медведь от него в ранах и ссадинах. Железный мужик, на удивление всем, подносил царю чашу с вином, кланялся гостям и что-то напевал на этом варварском русском языке, который мне так никогда и не поддался. Упоминание о железном человеке или железном мужике, прислуживающем за столом или во дворце, ничем не хуже живого слуги, встретился историку в записках еще двух купцов, допущенных к царскому двору и регулярно торговавших с Московией. Кто он, этот железный человек? Железный мужик прислуживает царю, подает ему при совершенно ошеломленных этим зрелищем гостях кафтан, носит посуду, метет метлой двор. Это зрелище вызывало не только удивление у окружающих, но и страх. Кто-то попытался заявить, что это мужик не вещь, созданная искусством мастера, а внутри сидит карлик и дергает за веревочки. На что царь позвал 3 мастеровых, одетых по-боярски. Те сняли с мужика одежду, открыли спрятанные под ней крышки и продемонстрировали всем пружины и шестеренки, двигавшие руки, ноги и голову железного человека. Гости перепугались, а Грозный заявил, что такие слуги были на Руси еще 3 века назад. Также любопытно упоминание о том, что железный мужик появлялся за царским столом только в солнечную погоду. Эта история довольно хорошо известна официальным историкам и ученым. Кандидат технических наук, сотрудник Института металлов и металловедения Добровольский так прокомментировал эту историю. «Думаю, приписывать мастерам Грозного создание чуть ли не солнечной батареи – это фантазия. Все, по-моему, проще. Если прикинуть уровень развития техники того времени, то можно выстроить следующую версию. Железный мужик приводился в действие механическим движителем, основным элементом которого была биметаллическая пружина. На солнце пружина быстрее разогревалась, и этот прообраз современного робота поворачивался быстрее. А вот как были запрограммированы команды, этот вопрос гораздо сложнее. В общем-то, и система управления на расстоянии путем включения набора определенных шестерней тогдашний уровень техники решить позволял. Куранты ведь, между прочим, исправно начали отбивать положенное время еще до Грозного. Вы услышали мнение современного ученого, а вот мое мнение. На одних пружинах железный мужик работать не будет. То есть драться с медведем он не сможет, подметать двор тоже. На пружине это может быть выполнено как тележка с колесами, торсом и руками, куда поставили поднос с кружками. Но как этой машине не врезаться в гостей, стол, стулья или стену? Как запрограммировать, чтобы робот остановился точно у стола, никого не задев? Вопросов много. Опять же вопрос к уровню технического развития тех лет. На коленке сложного робота даже с биметаллической пружиной не сделать. Как мы узнали выше, в роботе были шестерни, а шестеренная передача – довольно сложное изделие, требующее расчета. Вторая история о роботе-андроиде переносит нас во времена Петра I. Граф Яков Вильямович Брюс, чернокнижник, маг и ученый, сконструировал для себя механическую куклу-служанку, придав ей облик девушки необычайной красоты. Она умела делать всю работу по дому. Убирала комнаты, готовила еду, подавала кофе. Придворные говорили о ней следующее. Брюс только подумает, кофейку бы сейчас, и она уже с подносом плывет. Если это правда, то управление этим роботом осуществлялось мыслью. Наша наука только подбирается к этому. Попытки напрямую связать мозг и электронные устройства пока требуют специального устройства для считывания сигналов мозга.
Что касается остального, по девичьей части кукла сделана резва, но дряхлый Брюс по-юношески держится. Единственное, чего не смог добиться Брюс, научить ее разговаривать. Тем не менее, любви прекрасной девушки старались добиться многие молодые аристократы. Брюсу, который безуспешно пытался убедить их, что это не человек, а кукла, они не верили. Отчаявшись что-либо объяснить, граф вытаскивал из прически служанки какую-то шпильку. Кукла открывалась, и все видели, что внутри у нее проволока и цветы. Женихи тотчас исчезали, а Брюс вздыхал и принимался снова собирать свою замечательную служанку. Крестьяне поначалу ее страшно боялись, но постепенно привыкли и даже стали звать ее по-простому – Яшкина баба. После смерти Якова Брюса чертежи этого робота были обнаружены среди бумаг ученого. Что можно тут прокомментировать? Цветы, которые были внутри робота, возможно, так поняли тогдашние аристократы электронные платы и микросхемы. Вообще, конечно, чтобы создать робота, нужен серьезный станочный парк, знания в микромеханике – это минимум. Что касается утех Брюса со служанкой, современная промышленность научилась создавать первые версии натуралистичных кукол, наверное, 20-15 лет назад. Но чтобы она при этом ходила и работала в качестве служанки, я думаю, только в наши дни начали создавать подобных. Кто в теме подобной экзотики, напишите в комментариях. Теперь давайте узнаем про самое первое упоминание о роботах на Руси. Первое упоминание о золотой бабе в исторических документах появилось более 1000 лет назад. В скандинавских сагах повествуется о походах викингов за золотой бабой в 820, 918 и 1023 годах. Вот что они говорят, те, кто там был и видел всю эту систему. Жрец советуется с этим идолом, и она дает обращающимся к ней ясные ответы, ведущие к получению правильного, нужного результата. То есть робот умеет предсказывать будущее. До наших дней сохранились разные изображения золотой бабы. Она то с 2 детьми, то сидит, то стоит. Это может говорить о том, что робота время от времени обновляли или заменяли полностью после какой-то катастрофы. Вот что пишут другие свидетели. Подле золотой бабы всегда лежало множество гуслей и других музыкальных инструментов, которые непрерывно наигрывали сами собой то погромче, то потише. То есть рассказывается о неких звуковых устройствах наподобие наших магнитофонов. Золотая баба указывалась на старых картах в области, подписанной как Лукоморье, а Лукоморье писал Пушкин в поэме «Руслан и Людмила». Слово «лукоморье» звучит для нас загадочно и даже сказочно, но этимология его достаточно прозаична. Оно происходит от старославянского «лук» и «море». Слово «лука» означает «изгиб», однокоренные с ним слова «лук», «излучина», «лука», «у седла», то есть лукоморье переводится как «изогнутый берег моря», «бухта». На картах Меркатора 1546 год и на картах Гондиуса 1606 год, а также на картах Масса, Кантели и Витсена лукоморьем названа территория на правом восточном берегу Обской губы. Сейчас в этих краях бескрайние леса и болота. Куда же все делось? Для этого нам надо почитать книгу «Мир подземный» монаха и иезуита Афанасия Кирхера «Каспийское море, что потопом было соединено проливом близ устья Волги с океаном, который, по вероятному предположению, затопил все пустынные, плоские и песчаные места Тартарии». Чтобы вода из океана добралась до Каспия, высота волны должна была быть очень большой. Вот виртуальная карта. Если интересующую область затопить на 150 метров относительно современного уровня моря. Поэтому и высыхает Аральское море. Поскольку оно образовалось не так давно из-за потопа, а на его дне находят следы построек и другие артефакты, показывающие, что на данной территории жили люди. Я думаю, потопом 17 века объясняется арктическая фауна Каспийского моря, которая представлена 14 видами и подвидами. Эта группа включает организмы, предки которых сейчас широко распространены в северных морях. Некоторые представители арктической фауны Каспия
ракообразные, мезиды, морской таракан, рыбы, белорыбица, каспийская кумжа, нельма, млекопитающие, каспийский тюлень, нерпа. Основу арктической фауны составляют ракообразные, которые легко переносят опреснение. Арктические виды обитают на больших глубинах Среднего и Южного Каспия от 200 до 700 метров. Это объясняется тем, что здесь в течение всего года удерживаются наиболее низкие температуры воды – 4,9–5,9 градусов по Цельсию. Официально арктическая фауна проникла в Каспий в послеледниковое время – около 10–12 тысяч лет назад. Но это не точно. А неофициально не так давно. Вы, кстати, заметили, что оледенение – это такой же тотем, как и татаро-монголы. Мы отвлеклись от роботов, но я думаю, про потоп это тоже интересная информация. Вернемся к роботам. Поговорим об андроидах из мифов Древней Греции. Ахиллес – это тоже робот. Ахиллесова пята, вы знаете это выражение. Это уязвимое место возникло на основе легенды об Ахиллесе. Легенда повествует о том, как мать Ахилла Фетида захотела сделать тело своего сына неуязвимым. Для этого она окунула его в священную реку Стикс. Казалось бы, а в чем проблема? В реку окунула, да и все. Проблема вот в чем. Река Стикс – это подземная река, которая протекает в стране мертвых, Аиде, и состоит она не из воды. Дело в том, что река Стикс – это магматическая река, то есть огненная, и поэтому сам Гефест, когда ковал мечи в подземной кузнице, он все изделия закалял в огненной реке Стикс. Окунание Ахилла в реке Стикс говорит о закалке робота, то есть идет описание, как создавался робот с уникальными свойствами. Отсюда его неуязвимость перед копьями и стрелами. Действительно, что копье или стрела сделает роботу, который сделан из закаленной стали? И, кстати, если бы река Стикс была обычной рекой, что мешало Фетиде, окунавшей Ахиллеса в воду, опустить свою руку под воду, чтобы все тело ее сына стало неуязвимым? Но если речь идет об огненной реке, тогда понятно, почему она не стала опускать свою руку в реку. Кроме того, если Стикс – огненная река, то обычный младенец умер бы. Не забывайте, что я делаю народный технопарк. Кто желает помочь, стать партнером, а может присоединиться к проекту, как это сделать, указано в описании. Там же есть ссылка на новый канал. А на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте варежку вверх, пишите, что думаете об этом. До новых встреч. Пока.